Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала об особенностях турецкой кухни. Сегодня я вам покажу, как в Турции готовят голубцы-улитки с ароматной и сочной начинкой, завернутой в мягкие капустные листы. Друзья, голубцы, конечно же, готовят по всему миру. Где-то они называются капустными роллами, где-то капустными колбасками. В Турции это блюдо называется беяз лагана сармасы. Сарма представляет собой турецкое фаршированное блюдо, в котором фарш заворачивается в листья. В Турции это могут быть как листья виноградные, так и листья капустные. Так что, если вы хотите узнать турецкие секреты вкусных голубцов, то смотрите это видео до конца. Приступим. Главный ингредиент этого блюда – это капуста. Для голубцов лучше подходит капуста слегка приплюснутой формы. Именно у таких качанов тонкая поверхность листа гораздо больше по площади, чем грубая часть с толстым черешком. Основной секрет вкусных голубцов с мягкими капустными листьями – это плотность листьев капусты. Лучше всего подойдет капуста с зеленоватым оттенком. Почти белые качаны с толстыми листьями будут требовать более длительного времени для приготовления, а в готовых голубцах могут быть жесткими и волокнистыми. Итак, первое, что нужно сделать для вкусных голубцов, это сделать капустные листья мягкими, чтобы они хорошо заворачивались. Можно по желанию заморозить капусту на 2 дня и потом, разморозив, сразу использовать для голубцов. Но в моей морозильной камере просто не нашлось свободного места для такого крупного качана капусты, поэтому я использую классический метод отваривания листов капусты в горячей воде. Для начала острым ножом вырезаю кочерышку у капусты. Затем опускаю качан капусты в кипящую воду, в которую добавляю соль и немного уксуса. Это еще один секрет. Кислота сохранит естественную структуру листа и убережет его от разрывов. Варю капусту несколько минут, пока верхние листы не станут более прозрачными и не начнут отделяться от качана. Аккуратно вынимаю качан из кипятка и отделяю верхние листики. Отделившиеся листы провариваю несколько минут в кипятке, чтобы они стали мягкими. Возвращаю капусту в кипяток и повторяю весь процесс с оставшимися листьями. Проваренные в кипятке пару минут и уже ставшие мягкими капустные листья сразу же кладу в холодную воду и охлаждаю. Приступим к приготовлению фарша для голубцов. Для него нам понадобится 300 грамм фарша, у меня говяжий фарш средней жирности, 2 луковицы, пучок петрушки, 1 стакан риса, 1 стакан булгура. Если нет булгура, 2 стакана риса можно использовать. Здесь у меня стаканчик растительного масла, это где-то 70 мл. Также нам понадобится водичка, томатная паста, 1 столовая ложечка и специи. Я буду использовать перец Алеппо, это такая вот красная паприка крупного помола, немного островатая, сладкий перец, не острый, мяту, черный перец и соль. Приправы я брала буквально по пол чайной ложечки, черного перца даже меньше, где-то 1/3 чайной ложки и пол столовой ложки соли. Хорошо промытый рис заливаю кипятком и оставляю так минут на 15-20. Булгур же заливать не нужно, его нужно только промыть. Мелко нарезаю лук и петрушку. Теперь смешиваю все ингредиенты для начинки. В фарш я добавила пропаренный рис и промытый булгур, мелко нарезанный лук, петрушку, столовую ложку томатной пасты, специи и соль. Добавляю растительное масло и сначала полстаканчика водички. Для чего мы добавляем воду? Для того, чтобы рис и булгур не впитывали влагу из фарша. Фарш будет суховат тогда. Растительное масло в Турции часто добавляют именно потому, что фарш все-таки не жирный. Если вы используете какой-либо жирный фарш, то, возможно, растительное масло добавлять и не нужно. И теперь вот так вот я все это хорошо перемешиваю. Вот, я хорошо перемешала фарш, но вижу, что можно добавить и оставшуюся водичку. В общем, я добавила 70 мл воды, для того, чтобы фарш был более такой вот влажный. И опять хорошо перемешиваю.
Следующее, что нам нужно сделать, нам нужно удалить вот эту среднюю толстую грубую часть листа, черешки. Вот так вот я складываю листочек и вырезаю просто ножичком. Вот такие вот заготовочки должны у нас получиться. Кстати, вот эти вырезанные серединки, я их тоже не выкидываю, я их использую, можно сделать какое-то тоже овощное блюдо. На каждый лист капусты я кладу столовую ложку фарша и распределяю его вот таким вот образом. Затем закрываю фарш капустным листом и сворачиваю капустный лист как бы в трубочку. Лишние или твердые части листа можно обрезать ножиком. Начиная с конца, закручиваю лист в улиточку или, как еще говорят в Турции, форма розы. Форму для выпекания я уже заполнила вот такими вот голубцами-улитками. Перед тем, как поставить голубцы в духовку, я поливаю их томатным соусом. Для этого я размешала 1 чайную ложку томатной пасты с 3 стаканами горячей воды и половиной чайной ложки соли. Форму для выпекания накрываю сначала пергаментной бумагой, сверху закрываю фольгой. Выпекаю при температуре 200 градусов 40-45 минут. Друзья, я выпекала голубцы в течение часа под фольгой. 45 минут оказалось недостаточно, моя капуста была твердовата. Потом я сняла фольгу и еще 15 минут я выпекала без фольги. Вот так вот сейчас выглядят голубцы-улитки. Я уже попробовала вилочкой, капуста уже мягкая. Они даже слегка подрумянились сверху, так что я думаю, этого будет достаточно. В Турции такие голубцы подаются и как основное блюдо, и как закуска. Также к таким голубцам чаще всего подают еще и йогурт. Йогурт кладут сверху на голубцы и так кушают. Приятного аппетита! Ну что ж, друзья, если вам понравился видеорецепт таких вот вкусных и необычных формой турецких голубцов сарма, то подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные рецепты турецкой кухни. Не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. До скорой встречи! Görüşürüz!